пригласили Лоррейн Дорманд. Это эксперт в области оказания помощи и обучения детей с расстройствами аутистического спектра в Великобритании. Да? Я думаю, что можно мою речь переводить, так чтобы в контексте было, да? Да, конечно, конечно. С этой стороны, да? Хочется сказать два слова. Я уверен, что Лоррейн еще об этом скажет, но она является директором организации Великобритании, которая является крупнейшей в Европе, оказывающей помощь детям с аутизмом. И работает она в рамках большого национального общества аутизма. Это самое влиятельное НКО в Европе, которое оказывает серьезное влияние вообще на политику в Европе в отношении детей с расстройствами аутистического спектра. И эта школа работает именно плотно с этой большой 20-тысячной организацией. Вот, поэтому я надеюсь, что то, что вы сейчас услышите, будет интересно и крайне полезно. Лоррейн Дорманд, передаю вам слово. Thank you. Давайте Сергей, это Евгений. Можно ли второй микрофон включить? Конечно. Можно поставить, пожалуйста, сейчас мы потихонечку так начнем. Я думаю, что можно пока начинать. Okay, hello everybody. My name is Lorrayne Dормand. I work for the National Autistic Society in Britain, and I'm going to talk to you a bit about the way that we work in the UK to include children with autism and adults with autism. Здравствуйте, меня зовут Лоррейн Дорманд, я работаю в сообществе, которое работает с детьми с расстройством аутистического спектра. И я вам... Не слышно, да? Слышно, да? Слышно? Итак, меня зовут Лоррейн Дорманд, я работаю в обществе, которое занимается проблемами детей с расстройством аутистического спектра. А сегодня я расскажу вам об этих проблемах. The things I'm going to talk about, we have legislation in our country that governs how we work with people with autism. And then I'll talk a little bit about our education system, which has changed a lot over the last few years. So within legislation, the laws that govern the way that we work with children with autism, we have something called the Special Educational Needs and Disabilities Code of Practice. Итак, в рамках вот этих проблем у нас в стране мы работаем как с законодательством, так и с образовательной системой. Что касается законодательства, у нас есть специальное сообщество, которое работает Special Educational Needs and Disabilities, которое работает с людьми с особыми потребностями и с ограниченными возможностями. Code of Practice. И разрабатывает специальный код практик для таких людей. That each child with special educational needs, once they're diagnosed, will have something that we call an EHCP. Right, thank you. Okay, I'm on this one now. An education and health and care plan. So that means that education and health and the social care people all work together with families to produce one document talking about the needs of that child. Так, если у ребенка обнаруживаются такие проблемы, с данным ребенком работает как образование, так и здравоохранение, и наша система работает с семьями, чтобы помочь семьям и таким детям. We also have something called the Mental Capacity Act, which means that for every child with a significant difficulty, before people are allowed to make decisions for them, we have to assess whether they can make those decisions for themselves. У нас также есть такой закон, который называется
закон по интеллектуальным способностям, и основное значение данного закона заключается в том, что он подразумевает, что никто не может за человека принимать какие-либо решения, пока не доказано, что данный человек не может принимать их самостоятельно. We also have Ofsted, and Ofsted are people who come in to do inspections of our school to make sure that we are following all of the regulations and the things that are in place. Ofsted are quite robust and forceful, and they strike fear into the heart of every teacher in England. Итак, у нас есть еще такая организация, которая называется Ofsted, и это сотрудники, которые приходят с инспекциями в школы, и это как раз организация, которую боятся все сотрудники школ, в школах их ждут с таким трепетом, ну вот есть такая у нас организация. Then within our education system, we are governed by the Department for Education. That's the governmental organisation, and they are responsible for everything. But then that is devolved down to local authorities within the country as well. А также с этими проблемами у нас работает образовательная система. У нас есть департамент образования, но также у нас есть и органы местного самоуправления, местные власти, которые работают с такими проблемами. And then there are independent providers of education. And my school is an independent school. It's run by the National Autistic Society, which is a charity. But we still have to follow the guidelines and the things that Ofsted and the Department for Education require, because we depend on the local authorities to pay the fees for children to come to us. У нас есть также независимые поставщики образовательных услуг, и вот моя школа как раз относится к таким поставщикам. Тем не менее, наша школа должна, и такие же подобные поставщики, они должны следовать правилам, установленным законодательством, а также и образовательной системой. Okay. A little bit about the SEN Code of Practice. Сейчас я расскажу вам немножечко о своде практик, который называется у нас SEND. This is a big book, and it has lots of guidance on the duties, policies and procedures for schools and services in England. Это большой свод правил, и он предоставляет рекомендации, вернее, необходимые практики по поводу обязанностей, политик, процедур для школ и сервисов, организаций услуг. Covers children from birth up to 25 years of age, and includes those children who are physically disabled as well as children with a learning disability. Данный свод правил включает правила, которые относятся к детям с момента рождения и к молодым людям до 25 лет, и включает правила, которые относятся как к инвалидам, так и к лицам с аутистическим расстройством. The SEN Code of Practice is encouraging a greater participation of children and young people in their own futures. They want to find out the views of the children and the families, and not just have professionals telling the children and telling the families what they need. Данный свод фокусируется на более тесном участии, плотном участии самих детей и молодых людей в формировании своего будущего, а не только в законодательстве и других каких-то правилах. And the main focus is on this aspect of joint planning, so that education, health and social care are all working together for in the best interest of the child. И также данный свод правил, он основывается на совместном планировании по распределению услуг между образованием, здравоохранением и социальными сервисами. It's trying to give a graduated approach, so that we're looking at the needs of all children with special needs within the country, and provides the opportunity for a register of those children, so that for once we will know how many children in each area are affected by different disabilities. Данный свод практик, он предоставляет поступенчатый подход к определению и поддержке студентов и учеников с аутистическим расстройством. Также мы создаем реестр таких лиц, и мы таким образом знаем, сколько конкретно таких лиц в каждом регионе нашей страны.
the EHCP, or this Education Healthcare Plan, takes over from what we used to have, which was a statement of educational need. And the statement was far less individualized, far less personalized. Таким образом, данный свод практик СЭНД, он заменяет предыдущий документ. Это документ по специальным потребностям в образовании. И вот этот документ СЭНД, он становится более индивидуализированным. Он обращает внимание именно на потребности самих таких лиц с такими ограниченными возможностями. There's a bigger emphasis on the transitions, on how we support young people moving from infant school to secondary school to post-16, and then out into the world of work. And we have to evidence the interventions that we're using. How are we working with those children, and be able to prove evidence that those interventions are working. Данный закон уделяет больше внимания переходным периодам в жизни молодых людей от начальной школы в среднюю школу, в старшую школу и дальше уже во взрослую жизнь. И также у нас есть уже большое количество примеров, как мы работаем с такими лицами, то есть у нас уже есть накопленный какой-то вот свод опыта. And the way we do that is by identifying smart targets, and by smart we're talking about targets or objectives for the young person that are specific, individualized to their needs, measurable so that we know whether they've achieved them or not, attainable, realistic, and targets that can be achieved within a particular time scale. Работая с такими людьми мы используем цели по SMART, а именно наши цели должны быть специфичные, измеряемые, достижимые, реалистичные и ограниченные по времени, то есть какие-то шаги должны быть предприняты в определенном времени. Schools have to produce something called an accessibility plan. This means that we have to identify how we are going to help those children with special needs to function within our organisations, taking into account their cognitive capacity and any physical or sensory needs that they have. Также школы должны разрабатывать план доступности, чтобы определять, как такие потребности детей, когнитивные, физические и сенсорные, могут, как они должны удовлетворяться таким образом, чтобы дети могли получить доступ к учебному плану, а также к общению в окружающей среде. As well as looking at what is best for these young people, the government have recognised that the more we can do to help these young people to live independently or semi-independently, the less cost it's going to have from the public purse. Наше правительство определяет, какие конкретно потребности имеют такие люди, но также и старается помогать таким людям, детям подготавливаться к полунезависимой либо независимой жизни, потому что наше правительство понимает, что в будущем это поможет сократить нам вообще государственные затраты на содержание таких лиц. So, as well as helping to improve the dignity, self-esteem and self-respect of these youngsters, it should have a national benefit as well. Таким образом, мы не только повышаем самооценку и гордость таких лиц за себя, но это имеет и национальный правительственный аспект в будущем, вот, в их будущей жизни. There's a strong emphasis on support for those with health conditions, and particularly mental health conditions, or specific learning difficulties like dyslexia. Dyslexia in our country for a long time was very underdiagnosed. People didn't, it wasn't really recognised. And now there's a big push to help us to understand that condition much more. And in higher education and universities, these young people get lots of support, including computers, laptops, and additional time in lectures or lessons or in exams. У нас уделяется большое внимание лицам с проблемами обучения, в особенности с дислексией, и сейчас эта проблема рассматривается более подробно у нас, и такие лица, мы стараемся помогать таким лицам включаться в образовательный процесс, особенно в университетах.
Within the education healthcare plan, we have to identify the views, interests and aspirations of the child and his parents. It sounds a bit weird. Sometimes a child with special needs might say, I want to be a rock star, or I want to be a big footballer. We don't dismiss that. That might be something that is in the education healthcare plan, but we talk to the families as well, so that we've got more realistic expectations too. В рамках плана мы стараемся работать со взглядами, интересами и надеждами самого ребенка, а также его родителями. И мы понимаем, что, например, ребенок может сказать, что он хочет быть рок-звездой или футболистом, но тем не менее мы стараемся работать с родителями, чтобы вот вместе определить, какие подходы будут более реалистичными, вот, чтобы спланировать его будущее. We also identify in section B the specific educational needs of that child. In section C, their health needs, and in section D, their social care needs. So the document is pulling all of that information together from those three families of discipline. Также у нас в документе есть секции B, C и D. Секция B она описывает образовательные специальные потребности молодых людей, секция C описывает потребности здравоохранения, секция D описывает потребности социальной защиты. То есть у нас все эти аспекты присутствуют в нашем плане. And then we're looking at the short term, the medium and the long term objectives or aspirations that the family has for those young people. So that it's a document that is reviewed every year. And so as the needs of that child change, so the short term, the medium term and the long term objectives will change too. И также наш план, он уделяет внимание краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным потребностям ребенка, и по мере того, как они меняются, наш план также претерпевает изменения каждый год. The document will also might name a particular school or institution or a type of institution that child might need. Также в документе может указываться определенный тип образовательного учреждения или конкретное образовательное учреждение, которое будет необходимо данному ребенку. And in section J, in our country, some of our families will have something called a personal budget. So the government will give them, or the local authority will give them an amount of money, and they can decide how they want to spend that money. У нас также есть в плане такая секция, которая посвящена бюджету семьи. У нас в стране семьи получают от государства определенный бюджет, и семья сама может распоряжаться и решать, каким образом она будет его использовать. So some families might choose to spend money on having somebody coming into the home to look after the child or to take the child out roller skating or to the park or swimming. Например, некоторые семьи могут решить потратить данный бюджет на помощника, человека, который приходит к ним домой и, например, водит ребенка гулять или водит его на уроки плавания или тенниса. But it can also be used to part fund flexible boarding or some kind of respite provision, either for short periods of time or maybe overnight stays in a respite provision. Но также этот бюджет может использоваться на частичное покрытие пребывания ребенка в школе с ночевкой. То есть он может, например, туда приходить и какое-то время там находиться, а какое-то время находиться дома. I talked a little while ago about the Mental Capacity Act, and this has been brought in to try and protect children and families from being railroaded into things that they don't want to do. У нас также, я вот уже упоминала, Mental Capacity Act, это акт о интеллектуальных способностях, принятый в 2005 году. Within the Act it says that it should be assumed that everyone can make their own decisions unless it's proved otherwise. И данный акт имеет 5 ключевых принципов. Первый принцип – это следует полагать, что каждый индивид может принимать собственные решения, если не доказано иное. And a person should have all the help and support possible to make and communicate their own decisions before anyone concludes that they lack capacity.
Также человек должен получать помощь и поддержку для того, чтобы он мог принять и сообщить свои собственные решения до того момента, как кто-либо другой заключит, что у них отсутствуют интеллектуальные способности к принятию такого решения. The third point is something that frightens people a little bit. It says that a person should not be treated as lacking capacity just because they make a bad decision or an unwise decision. Третий пункт, он немножко такой устрашающий, но он подразумевает, что человек не может рассматриваться как недостаточно здоровый психически, только исключительно на основании того, что он принимает неразумные для себя, предположим, решения. The rationale being that as neurotypical people, we sometimes, some people might get drunk, some people might sleep with somebody that they shouldn't really be sleeping with, some people might choose the wrong job or choose the wrong place to be, and just because you have special needs, you should be allowed to make your own mistakes too. Примеры приведу. Например, если кто-то там вступает в отношения с кем-то, с кем они не должны вступать, если они, например, невротики или если они в состоянии алкогольного опьянения, все равно и приняли в этом состоянии какие-то решения, это не означает, что они, у них отсутствуют интеллектуальные способности, да, то есть просто есть какие-то условия, в которых они принимают определенные решения. Okay, and any acts or decisions carried out on behalf of somebody who lacks capacity, those decisions must be made in their best interests. А также пятый ключевой принцип данного акта – это то, что действия или решения, которые выполняются от имени тех, кто не имеет возможности их принимать, должны как можно меньше ограничивать права и свободы таких лиц. And we should always be looking to restrict their capacity and rights and freedom as little as possible, so to be giving these people with special needs as much opportunity to explore the world as we can. Таким образом, когда их возможность принимать решения ограничивается, когда их права и свобода ограничиваются как можно меньше, это означает, что мы даем таким лицам как можно больше возможностей принимать решения за себя. The education system in England is really quite complicated, and the local authorities have a key role within this. Система образования в Великобритании, она достаточно сложная, и ключевую роль в ней играют 152 органа местного самоуправления. At the moment, we've got 152 local authorities, and at the minute, they're responsible for the education within their areas. There is a big push for children with additional needs to be educated in mainstream schools. Итак, таких у нас органов 152, и на настоящий момент они отвечают за образование в своей области. И также сейчас у нас есть тенденция к тому, чтобы дети с особыми потребностями получали образование в общеобразовательных школах для всех. To facilitate that, we have quite a few schools that now have a small enhanced resource unit for children with special needs, and quite often those are specifically for children with autism. And within our generic special schools, although they cater for the whole range of people with special needs, we do find that the children with autism are the largest cohorts within these settings. И местные органы самоуправления, они управляют определенными школами, у которых есть ограниченный ресурс для учеников с ограниченными возможностями, и в частности для детей с расстройством аутистического спектра. И что касается специализированных общих школ, часто дети с такими расстройствами вот как раз попадают в них. We also have things called PRUs, Pupil Referral Units. Within these small units, it tends to be for children with social, emotional and behavioural difficulties. But sometimes we find some of our more complex children with autism, those with Asperger's or sometimes those with attention deficit hyperactivity disorder, will end up in those facilities, which it's not necessarily the right place for them. But our children with autism or Asperger's syndrome can be very easily influenced by negative behaviour of other children. У нас есть такие особые школы, которые по-английски называются
Pupil Referral Unit, PRU, это школа для учеников с социальными, экономическими, эмоциональными и поведенческими нарушениями, а также у нас есть особые образовательные учреждения для учеников с расстройством аутистического спектра. Однако не во всех как раз вот этих органах местного самоуправления есть такие условия. There's a strong tradition of autism-specific provision within England, but not all of our local authorities have their own specialist provision. I work for the NAS, the National Autistic Society, and that's what we provide. We provide autism-specific provision. We've got 7 schools at the moment. Вот лично я работаю в национальном аутистическом сообществе, и наша организация предоставляет услуги как раз лицам с такими расстройствами. Тем не менее, такие организации, они есть не во всех органах местного самоуправления. Что касается нашей организации, мы работаем с 7 школами. Grammar schools, as one of the speakers mentioned earlier on this morning, not all children with special needs necessarily have a learning disability. Grammar schools are mainstream schools, and children have to pass an examination. There's a selection before they're allowed to attend. Что касается общеобразовательных школ, здесь у нас ученики, они должны проходить вступительные экзамены до того, как они туда принимаются. The local authorities, because of the SEN Code of Practice, have specific things that they must do. They have to take into account the views and the feelings of the young person and their parents, and they must encourage parents to participate as fully as possible in decisions. Итак, наши органы местного самоуправления, они должны обращать внимание на взгляды, желания и чувства самого ребенка или молодого человека, а также его родителей. And one of the main things is making sure right from the get-go, right from the beginning, we are looking at where these young people are going to be in adulthood. И с самого начала, когда мы начинаем работать с такими молодыми людьми или с детьми, мы думаем, где данные дети или молодые люди окажутся уже, когда они будут жить взрослой жизнью. And for the first time within the Code of Practice, the local authorities have a duty to identify the whole range of provision that they've got within their area. И сейчас у нас такой подход, что местные власти, они должны определять весь ряд помощи, который будет в этой области оказан данным людям. This is referred to as the local offer. Это называется у нас локальное предложение, местное предложение. And then the dreaded Ofsted. Итак, еще у нас есть департамент стандартов образования, который все не любят очень сильно. This is the Office for Standards in Education. Это специальный департамент, который устанавливает стандарты в образовании. They inspect 5 areas within our schools. They're looking for effective leadership and management. They're looking at the quality of teaching. They're looking at learning and assessment. They're looking at personal development, behaviour and welfare. And they're looking, most importantly, at the outcomes for children and other learners. И данный департамент у нас инспектирует 5 областей в образовательных учреждениях, а именно эффективность лидерства и управления, качество преподавания, процесс обучения и его оценка, личностное развитие, поведение и благосостояние, а также результаты обучения детей и других обучающихся. And there are 4 ratings given for each of those areas. So you can be outstanding, you can be good, you can require improvement, or inadequate. И у нас есть особая шкала оценки по каждому из этих показателей. Итак, образовательное учреждение может быть признано выдающимся, хорошим, требующим улучшений и недостаточно соответствующим стандартам. Because my school is an independent school, we rely on funding from the local authority. If we are anything less than good, nobody will send children to us. So it's a big pressure for us. We have to be outstanding or good. Поскольку наше учреждение, оно финансируется из бюджета местных властей, мы не можем получать оценку ниже удовлетворительной. То есть если мы
будем получать оценку ниже, у нас будут проблемы с финансированием, то есть мы должны быть либо хорошими, либо выдающимися. So within the system, we have a multi-layered kind of thing. You've got your grammar schools, your mainstream schools, generic special schools, independent schools, and this allows parents and children to, there's lots of different routes that they can take. У нас есть разные школы, есть общеобразовательные школы, там, гимназии, школы для лиц с особыми потребностями, и каждый ребенок он может идти разными путями, то есть может быть какие-то разные пути, в которые он приходит в конкретно определенную школу. Although lots of children thrive in all sorts of different settings, for me the key thing is the ethos and the attitude of those people leading the service and the staff within it. Но каждый ребенок он может испытывать сложности с тем, чтобы вписаться в систему определенной школе, и поэтому именно для меня очень важна этика работы как раз с такими лицами. The families and children are involved in the education healthcare plan, and it might be that the family want the child to go to a particular school, and the local authority want the children to go to another school, sometimes because of cost, and sometimes because they genuinely believe that the children will get a better deal. Sometimes a child will go to a school and things go wrong. Например, семья ребенка, родители могут хотеть, чтобы ребенок пошел в определенную школу, а, например, местные власти не могут хотеть поместить ребенка в другой тип школы. И очень важно сотрудничество между ними, чтобы не получилась такая ситуация, когда что-то пошло не так. So, if it does, there's an annual meeting that takes place every year to review the education healthcare plan. Parent partnership and work with the local authorities and parents to try to come to some resolution, to try and mediate. Что же происходит, если что-то все-таки пошло не так, то есть произошел какой-то конфликт между ними? У нас проводятся ежегодные совещания для рассмотрения вот этого плана и условий образования для ребенка. А также у нас есть служба поддержки родителей, которая работает с местными властями и родителями для того, чтобы выступить посредниками и попытаться прийти к единому решению. If there is a conflict, then the decision can be taken to a tribunal and an independent judge will make the decision. The judge does not have to decide which is the best provision. They only have to decide which provision is adequate. So if you have a provision that is very, very expensive, and another provision that is okay, but is cheaper, then the judge will say the cheaper option, probably. Если все-таки решение у нас не найдено по результатам такого противостояния, то родители могут привлечь органы местного управления в образовательный суд, такого рода суд, в котором решение по ситуации вынесет судья. И судья, он может выносить не всегда правильное решение, а то решение, которое будет адекватно в данной ситуации. Например, там может быть решение более дорогое и более дешевое. В этом случае, скорее всего, судья вынесет решение в пользу той опции, которая будет более дешевой. But the decision is generally based on what is on the best interest of the child, and any outcome can be appealed by the families or by the local authority. Тем не менее, решение обычно принимается в интересах все-таки самого ребенка, и по результатам данного решения может быть подана апелляция. Within the local authorities, they have their own team of psychologists, speech and language therapists, and occupational therapists. So not all schools would have access to those multidisciplinary teams. В органах местного самоуправления у нас есть психологи, есть специалисты по эмоциональному взаимодействию ребенка и по его речевому взаимодействию с обществом. But these are some of the commonly used strategies in UK schools. In a good mainstream school, you would expect to find some of the teachers to be trained in some of these areas. In my school and in most of the independent schools, you would have a multidisciplinary team actually within the school. So we'd look at things like SEAL,
which is the social and emotional aspects of learning. Но, тем не менее, у нас есть общие стратегии и подходы, которые используются в различных школах Великобритании. Как раз в моей школе есть целая команда специалистов, которые работают вместе над такими проблемами. Например, у нас есть команда, которая рассматривает социальные и эмоциональные аспекты образования. And then we have CERTS, which is social communication, emotional regulation and transactional support. And this is also something that would be driven by the speech and language therapy teams. А также у нас есть команда, которая занимается социальной коммуникацией, эмоциональной регуляцией и транзактной поддержкой. И данная команда обычно как раз это команда речевой терапии. Teach, which I'm sure you will all have heard of. А также у нас есть поддержка и образование для детей с аутизмом и другими коммуникативными особенностями. And the way that we identify our targets and objectives for the child, I've already spoken about these SMART targets. И для определения целей образования ребенка мы используем систему SMART. Это подразумевает, что подход к ребенку должен быть специфичный, измеряемый, достижимый, реалистичный и ограниченный по времени. PECS is used very widely. It's certainly something that's used very, very successfully within my school, and that's the picture exchange system, where you're looking at visual supports and using symbols, but always with a communicative intent. Также у нас используется альтернативная коммуникация PECS, это когда используются картинки, визуальные символы, но всегда с целью коммуникации. ELCLN is another program that can be delivered in schools once people have been trained without them necessarily having to be a qualified speech and language therapist. Также у нас используется система ELCLN. It doesn't have to be delivered by a speech and language therapist. И она не должна применяться терапевтом по речи и языку. But it's a program that is devised by speech and language therapists, but it's broken down so that a skilled teacher can deliver it. Она создается как раз специалистами по речи и языку, но она разделена на разные секции, которые могут применять разные специалисты уже в дальнейшем в этой школе. There's an organisation within our country called the Autism Education Trust. And they have devised a progression framework which is very effective in identifying small steps of progress for children with autism. У нас также есть в стране организация, которая называется Autism Education Trust, траст по образованию детей с аутизмом, и они разрабатывают прогрессивную схему, которая показывает, какой прогресс данный ребенок делает, какие шаги он делает в ходе обучения. They have also looked at the skills and qualities that teachers and teaching assistants need in order to be able to fully support children with autism. И также они рассматривают, какие навыки необходимы учителям и помощникам учителей, чтобы благополучно работать с детьми с аутизмом. And within the National Autistic Society, we have our autism accreditation, and that's a group of people who go around and peer review services. So they will go in and do a sort of mini inspection. У нас также есть такая команда, которая называется, организация, которая называется аккредитация аутизма, и это люди, которые ходят друг к другу и смотрят, как они работают, то есть друг на друга. So whereas Ofsted will go in and very robust and very that's wrong, that's wrong, that's wrong, autism accreditation will actually go in and support and guide and give recommendations. Что касается департамента образования, они только дают какие-то стандарты, да, и говорят, что вот это неправильно, то неправильно. А вот что касается данной организации, это коллеги, которые просто ходят друг к другу, и они дают скорее рекомендации, как улучшить работу, чем какие-то строгие указания. And they work not only in the UK, but they go out and look at facilities and resources, all sorts of provision internationally as well.
So it isn't just schools, it's adult provision, kindergartens, nurseries, respite provision as well. И эта организация она работает не только в Великобритании, но также есть у нее международные связи, и они работают со школами, детскими садами, с различным спектром организаций. Other commonly used approaches are social stories and comic strip conversations as devised by Carol Gray. А также у нас есть такой подход, который довольно часто используется нашими школами. Это социальные истории или комические диалоги. A lot of these approaches can be delivered within schools without necessarily having a speech and language therapist or a psychologist actually within the school. But the local authorities will provide these people who will go in and just keep things moving, keep things ticking over. Таким образом, у нас есть вот такие подходы, и наши местные власти помогают тому, чтобы эти подходы использовались в школах. Тем не менее, это не означает, что в каждой конкретной школе должен обязательно быть психолог или терапевт по языку и речевой коммуникации. But within the independent schools and some of the local authority schools as well, we have our own multidisciplinary teams. Но тем не менее, в некоторых школах и также школах, которые относятся к организации местных властей, у нас есть мультидисциплинарные команды специалистов. And of course, if you have your own multidisciplinary team in the school, you can have much more targeted interventions. И, конечно же, если в школе есть такая команда специалистов, то вы можете более целевое вмешательство в судьбу ребенка гарантировать. So our psychologist and our behaviour coordinator work together to look at trends and patterns of behaviour with our children. Итак, наш психолог и координатор по поведенческой психологии, они смотрят на ребенка, чтобы вместе определить тенденции в его поведении и развитии. And as a result, they're able to look at specific interventions that will affect change within particular behaviours. И они таким образом могут посмотреть и наблюдать специфичные вмешательства, которые может привести к определенным тенденциям в дальнейшем развитии поведения ребенка. Also, we have 2 speech and language therapists within our service. So that means that children with phonological difficulties or a specific language disorder, we can put in interventions on a daily or a weekly basis in the guaranteed knowledge that we will be able to move the child on at the right time. У нас, например, в нашей службе поддержки есть 2 специалиста по речи и коммуникации, и они могут вместе определить, как часто необходимо ребенку терапии. Например, там у нас могут быть с ним занятия 1 или 2 раза в неделю, и дальше мы уже смотрим, насколько это помогает и как нам дальше внедрять план по его развитию. Also, within local authority schools and within some of the other schools in the areas, occupational therapy is reduced. We don't have enough occupational therapists. Что касается органов местного самоуправления, у нас в ограниченном количестве есть там терапевты по профессии, либо их там вообще нету. So, but within our organisation at the moment we have an occupational therapist who's with us just a couple of days a week, but from September we will have somebody working with us full time. У нас, например, в организации есть такой терапевт, который работает только несколько часов в неделю, но, например, с осени мы планируем такого специалиста уже нанять на полный рабочий день. At the minute our occupational therapist delivers a lot of training. What is occupational specialist? Can you explain? All right, okay. Occupational therapists. They're people who work around the sensory difficulties that our young people have. So they will provide specific interventions around the sensory needs, including proprioception and the vestibular mechanism. Это специалисты, которые с сенсорными расстройствами работают. Как это? Эрготерапия. So, looking at proprioception, that's enabling the young people to really understand where they are in time and space.
Они помогают молодым людям понять, где они находятся во времени и пространстве. And looking at the vestibular sense, that's helping young people to understand the balance and how their body functions in time and space. Что касается вестибулярного аспекта, они помогают понять человеку, как они функционируют в пространстве и как они балансируют, то есть телом управляют. So within our school we have a room that is set up all the time with sensory circuits. A sensory circuit it's a room where we've got lots of different equipment, and it's split into 3 sections. So you've got alerting, organisation and calming. У нас есть специальные комнаты, в которых есть оборудование для детишек. Там они делятся на 3 разные части: успокаивающие, наоборот, возбуждающие и 3 еще какие-то. So if you have a child who is not alert, it's alert, organisation and calm. Возбуждающий, успокаивающий и организующий. And with the alerting, if you have a child who is hypo rather than hyperactive, they will go into that session and be given activities that will really pep them up so that they are ready to learn. Что касается возбуждающих вот этих оборудований, тренажеров, они используются для детей, которые не гипер, а наоборот гипоактивные, и они помогают детей как-то взбодрить. If you have somebody who is hyperactive, если кто-то гиперактивный у нас в школе, тогда then the organisation activities will help to calm them down and to get their brain in the right phase to be able to do their work. Когда организационные помогают им успокоиться и подготовить их мозг к работе, чтобы они могли нормально выполнять задачи свои. And then there's an area for total calming, for relaxation, where we would use heavy weighted blankets or different activities just to really allow the child to relax. И также у нас есть успокаивающий тип. Например, мы используем такие тяжелые одеяла, которые используются, дают возможность ребенку успокоиться. We also have an area within the school that we call our sensory movement room. У нас также есть в школе такая комната, которая называется комната сенсорного движения. And within there we have swings and we have ramps and different things to allow the children to experience different types of movement that just help their brains to kind of regulate and helps with emotional regulation. И в этой комнате у нас есть качельки, горки, которые помогают ребенку взаимодействовать с различным типом движения. The occupational therapist can also help with teaching handwriting, with the ability to eat with a knife and fork. Такие терапевты также помогают приобрести навыки написания письма рукой и также возможность есть при помощи вилки и ножа. They also advise us on different types of chairs that we might have in our classrooms. We have one young man who is a fidget, he's on the go all the time. So his chair is a big ball in the chair, so that when he's sitting, he can still move around, but he can also concentrate on his work. У нас такой специалист, он также консультирует нас по поводу того, какие стулья у нас должны быть в аудиториях. Например, я приведу вам пример. У нас есть молодой человек, мальчик, который все время движется, он вообще не останавливается ни на минуту. И вот его именно стул, он в виде шарика, на котором он может сидеть одновременно, двигаясь так, но и выполнять какие-то задания по обучению. We also have chairs that are called Zoomer chairs, and a lot of our children like to rock. They rock on the chair. Также в стуле зумеры у нас многие дети не любят просто качаться на стульях. And teachers worry that they're going to rock so hard that they're going to fall over. У нас многие учителя беспокоятся, что если они так будут качаться активно, они могут упасть случайно. So these Zoomer chairs have a rocker underneath, so the child can rock backwards and forwards, but they can do it in safety. So it means if they're in an assembly or if they're in
a special concert or whatever, they can sit on these chairs without going crazy with boredom or crazy with frustration because they can't move. И вот эти стулья Зумера, они сделаны в виде кресла-качалки, на них дети могут сидеть на мероприятиях, даже на концертах, таким образом они могут качаться и не испытывать какую-то скуку, да, вот этом проходящем мероприятии. The occupational therapist will also help us when we are designing a room. They help us in terms of choosing colours, they help us looking at the height of tables and chairs, and they help us decide on any specific equipment that children might need as adaptations to their individual needs. Также эрготерапевты они помогают нам выбирать цвета аудитории, также они помогают выбирать высоту парт столов аудитории. And that's me. I hope you've enjoyed listening. Я как раз вот заканчиваю свою презентацию, надеюсь, что она вам понравилась. Are there any questions? Есть ли вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Спасибо большое. Было очень насыщенно, очень интересное выступление. У меня есть очень конкретный вопрос. Первый вопрос. Стоит ли у вас в Великобритании вопрос качества инклюзивного образования? Когда ребенок особый учится с другими детьми, а наши учителя обычно говорят, если я буду много работать с этим особым ребенком, то я не буду уделять внимания остальным. Отсюда будет страдать качество образования. Да, для здоровых, да. Ну, для детей без особых потребностей. Такой вопрос изучается, вами исследуется. We have, as I said, there is a big push to try and get as many children with special needs into our mainstream classes. Сейчас, как я сказала, у нас есть сейчас большая тенденция, чтобы вот как раз включать как можно больше таких детей с особыми потребностями в обычные классы. But obviously, these children need additional support. Конечно, да, им нужна дополнительная поддержка, это однозначно. Quite often, the local authorities they don't want to provide the extra money to put a teaching assistant in. Часто у нас власти местные не хотят больше денег как бы приносить, чтобы, например, ассистента учителю предоставить в школе. And that's why there's the emphasis on trying to help mainstream teachers and teaching assistants to gather the skills from those approaches that I've mentioned before. Поэтому у нас скорее вот подход не деньги приносить, не нанимать лишних людей, а предоставить образование учителям и ассистентам учителей, чтобы научить их новым навыкам, чтобы они могли справляться вот с такими проблемами. But the difficulty is that within one classroom, you might have one child with autism, one child with Down syndrome, one child with social emotional difficulties, and one child who's asleep half the time. У нас проблема в том, что в одном и том же классе это может даже быть одновременно все разные дети, да, с аутизмом, с синдромом Дауна, с расстройствами различными, и ребенок, который все время спит, например. And then it's very difficult. If you've only got one person supporting, where do you go first? Если у вас только один человек, который оказывает поддержку, то куда ему бросаться вот в первую очередь? So in the best practice in schools, they would gather together children of similar needs and work with those in small groups, so that they've got the inclusion the majority of the time, but separated out for areas in which they are struggling. У нас есть такой подход в школах, что мы стараемся в группу объединять детей со сходными проблемами, чем вот с разными, и это позволяет нам работать как бы в группах небольших. But it all depends on the attitude of the head teacher. Но очень много зависит от отношения главного учителя. If the head teacher believes passionately that the children with special needs need to be included, then it will work. Если он считает, что если у него есть страсть вот к этой теме, он действительно считает, что такие дети должны включаться, тогда это может сработать действительно в школе. But because of the push by Ofsted and the government's push to improve standards in education,
our children with special needs sometimes will bring down, we have performance tables where the schools have to identify how well they're doing and which children have reached what level. And the children with special needs can bring those tables down. And so some head teachers will say, we don't want children with special needs here. У нас, конечно, тоже есть такая проблема, поскольку у нас сейчас большое есть давление со стороны департамента образования местных властей. И в школах у нас есть такие табели по успеваемости, и такие дети, конечно, могут снизить там общую картину. Поэтому часто учителя, они, конечно, негативно относятся к этому, не хотят. Also, the government are very keen that our examinations should be really robust and really hard, and you're not working hard enough if you don't cry 3 times a week. И также у нас правительственные организации, они считают, что наши экзамены должны быть очень сложные, очень такие страшные, и поэтому нужно такой подход очень серьезный к ним иметь. И если ты не будешь плакать на экзамене, то значит это какой-то не такой экзамен. But that means that because the exams are getting harder, the children with special needs are at risk of falling further behind. Но поскольку у нас экзамены становятся все сложнее, это означает, что дети как раз с особыми потребностями, они на заднем плане остаются в такой ситуации. And that's why it's really important for organisations like the National Autistic Society, who do so much in terms of campaigning and talking about and advocating really passionately about our children, because we're in danger of these children with special needs just being sidelined, and we can't let that happen. И поэтому важны очень организации, такие как наше национальное аутистическое сообщество, потому что мы говорим об этих проблемах, говорим об этих детях, мы рассказываем это все, информируем сообщество, потому что в противном случае эти дети не могут оказаться где-то очень далеко позади. Спасибо. Еще один вопрос, простите, это продолжение. Да, вы знаете, давайте другим тоже дадим вопрос, возможность задать, потому что вот здесь и здесь у нас совсем мало времени. Это очень маленький будет ответ. Коллеги, я предлагаю сделать следующим образом. Вот у нас Лоррейн на самом деле работает в течение 2 дней, и сегодня будет еще мастер-класс, и завтра будет презентация в Федеральном ресурсном центре, в том числе и ее. Поэтому есть некоторые... У вас позиция, молодой человек. Есть некоторые... Я сама организатор многих конференций. Прошу прощения, давайте вот еще вот вас... Давайте в перерыве просто коллегам организуем. Конечно, конечно. Скажите, что можно. Что делать? Смотрите, я буду с ней, давайте подойдем в перерыве просто. Нет, коллеги, вот сейчас у нас есть время еще на несколько вопросов. И я хотел, чтобы еще несколько человек задали вопросы. Поэтому, конечно, и здесь была рука, пожалуйста, безусловно. Понятно, любую проблему, любое дело решает кадры. Вот вы говорили о командном подходе, да, что у вас команда. Что это за специалисты, кроме психолога? Вот, сколько их, какое количество минимальное в этой команде должно быть? И кто? At my school, we have educational psychologist, есть образовательный психолог, assistant psychologist, помощник психолога. We have 2 speech and language therapists. Есть 2 терапевта по речи. We have a behaviour coordinator. Координатор по поведению. We have a communication coordinator. По коммуникации есть координатор. We have a coordinator who looks after the managing challenging behaviour. So our physical interventions, we have somebody looking after that as well. А также у нас есть специалист, который занимается физическими physical intervention. If there's an incident and a child needs to be moved from one area to another, or if a child is attacking, then all of our staff are trained in the best ways of dealing with that. Также есть специалист по физическому вмешательству, если, например, ребенок ведет себя агрессивно, а его нужно переместить из одного места в другую. Он как раз занимается вот этими вопросами. So the laws in our country are very, very strict around how we use any physical intervention with our young people. У нас очень строгий закон в стране по поводу как раз физического воздействия на человека, да, то есть, там, прикосновений и так далее. But I would say in my school we have 95 children and our numbers are increasing. У нас в школе 95 детей, и эти цифры, они постоянно растут.
But I would say if you're working with children with autism, you need to have access to a speech and language therapist and access to a psychologist. Если у вас аутизм, дети, то вам обязательно должен быть доступ к специалисту по речи, а также к speech and language и к психологу обязательно. Коллеги, еще один вопрос. Вот вы здесь, да, по порядку ваш. И нужно дать спикеру немножко времени отдохнуть. Скажите, пожалуйста, какой критерий поступления детей в школу, когда они идут в обычную школу? Вот эти экзамены. It's to do with parental choice, usually. Это выбор родителей обычно. Because the government is very keen that we include as many children as we can in mainstream schools. Потому что правительство у нас как раз за то, чтобы как можно больше таких детей включать в обычные. Right. No, we're talking those are grammar schools, and to get into a grammar school, every child has to take that exam. Да, чтобы в образовательную школу попасть, у нас каждый ребенок должен пройти этот экзамен вступительный. So there is a selection process. Есть процесс отбора. So a child with special needs might be given additional time. Такому ребенку с особыми потребностями ему дадут больше времени, например. And in some situations, sometimes to get into a grammar school, but when they're doing other higher level qualifications, they might be given a scribe, somebody who can actually write for them. Также, например, у них может быть какой-то помощник им предоставлен, который будет писать за них. The government that we have at the moment, we're very keen to expand the number of grammar schools that we have. У нас правительство сейчас старается расширить количество общеобразовательных школ, таких, которые... But because of the way things have gone in the country, they're not able to do that now. Not all of our children with special needs will have a specific learning disability, and some of those children, even though they might have a learning disability, they might be able to qualify and pass that exam to get into school. The number of these schools is small. There aren't lots of them. It's a small. Да, ребенок проходит экзамен, он проходит экзамен вместе с другими, таких школ не очень много, да, он проходит экзамен, и не всегда на самом деле у ребенка могут быть расстройства, связанные именно с обучением, да, могут быть там же какие-то другие расстройства, но тем не менее они его проходят. So they always get this exam, right? Sorry? This exam is 100% for this kind of children, so they're not accepted without it. No, any child, with the grammar school system, there are very few grammar schools, but any child going into there would have to pass the exam before they get in. Sorry, I'm representing also British organization. I think we don't understand the grammar school, the difference. Right, okay. Меня зовут Татьяна, я тоже работаю в британской организации, просто непонятно именно грамматического grammar school. Это не общеобразовательная школа, это одна из секций школы. То есть, например, дети есть просто школа обыкновенная по месту жительства, в них не нужно поступать. Старшая школа, где обычно начальная, а потом идет средняя школа. Если есть средний по общеобразовательной по месту жительства. И есть, как сказали, небольшое количество очень хороших грамматических школ, в которые очень трудно поступить, потому что они считаются лучше качества, и там нужно сдавать экзамен. Все остальные сдавать экзамен. Со всеми, да? Да. Не один для всех. Да. Причем я вам скажу, у меня ребенок сейчас один в две, он как раз поступал в grammar school. То есть в моем районе есть, например, 7 взрослых школ. И мы должны выбрать 4, если он говорит номер 1, 2, 3, 4. Они все бесплатные. Мы посмотрели школу, и нам понравилась ближайшая grammar school для мальчиков. Но я знаю, я посмотрела на школу, там для экзаменов нужно сдать, например, 20% они берут по академической успеваемости, 10% по музыкальной, и там еще есть какие-то вещи. Вот, и я когда подаю, я пишу, я хочу, чтобы номер 1 грамота, и тогда меня приглашают на экзамен ребенка, и он сдает. Если он не прошел, то есть это не будет. То есть это просто вот я слушаю, чтобы главное так.
Ну да, здесь переводчик, да, который и знает одновременно систему изнутри, поэтому спасибо вам большое за дополнение. И вы знаете, коллеги, у меня есть еще один вопрос, уже заранее подготовленный. Лоррейн, вот скажите, пожалуйста, мнение разных экспертов в мире говорит нам о том, что британская система в плане соотношения инклюзивного и специального образования, она, наверное, в мире наиболее сбалансированная. Скажите, пожалуйста, ваш взгляд изнутри, насколько вы считаете так же? I think that we are doing a lot. I think that because of the government's push now on the transition into adulthood, and because of the work of organisations like the NAS, with all the campaigning, that people in the UK have got a much better understanding of special needs, and particularly autism, it has to be said. And we now have lots of places where you have cafes, shops, different organisations which are being run by people with special needs, and mainstream members of the public are going and accessing those and everything else. We've still got a way to go, but I think we're a good long way down the road. Я скажу так, что у нас сейчас правительство очень много для этого делает, и у нас сейчас очень большое внимание уделяется как раз переходу из детской во взрослую жизнь. И наше общество, где я работаю, национальное аутистическое общество, оно делает тоже много для этого. И я приведу вам такой пример. У нас есть очень много кафе, магазинов, где работают такие вот люди, как раз с расстройствами, и члены просто нашего общества, они ходят в эти магазины, ходят в эти кафе. Таким образом, взаимодействие действительно у нас есть. У нас еще есть, конечно, куда идти в будущем, но тем не менее это все работает. Имелось в виду немножко другое, что есть система специальных школ для детей с нарушениями развития и есть система инклюзивных школ, да? Правильно ли мы поняли, да, вот из речи Лоррейн, что это довольно сбалансировано? Нету перекосов ни в сторону инклюзии, ни в сторону специального образования для детей с расстройствами аутистического спектра. It is a balance, because not all children can cope in the mainstream schools. So our ethos, the way that we work, is to pull children into the special school and to give them the skills that they need and then to push them out. Big secondary schools can be very frightening for children and sometimes for teachers. У нас есть баланс, у нас есть такие школы, у нас фокус на том, чтобы детей помещать в специальную школу, тем не менее потом их забирать оттуда и помещать, помещать вообще в общую систему, да, поскольку старшая школа, да, она может очень быть пугающей. So for some children, we need to bring them out, put them in a special environment, and teach them about the wider community and not just about being within the education system. Поэтому у нас у многих детей, у них есть потребности того, чтобы мы их забрали оттуда, дали им дополнительные специальные навыки и научили их не только быть в школе, но вообще более глобальные навыки им дали по жизни вообще вне школы. But within a special school, we have more flexibility within our curriculum, so we can take children out to access local amenities, and we can take them out and teach them about the wider world. We can access college courses, we can access all sorts of different things that you can't necessarily do if you're in a mainstream where your curriculum is very fixed. И что касается специализированных школ, у нас более гибкий там учебный план. Там мы не только там учим очень строго из детей, как в обычных школах, где очень все это строго. Там мы берем детей, отводим их на специальные разные активности вообще в городе. Мы также их вводим в колледжи, показываем, вот, что можно делать вот это, и это все более гибко можно делать. Спасибо. Спасибо, Лоррейн. Коллеги, я хотел бы еще анонсировать, что сегодня у нас продолжает работать и Лоррейн, и Федеральный ресурсный центр представит сегодня еще мастер-класс на очень актуальную тему формирования жизненных компетенций у детей с расстройствами аутистического спектра. Обратите внимание на программу. И завтра презентационная площадка наша, поэтому мы с удовольствием тех, кто работает с детьми с аутизмом, приглашаем на нашу площадку. Тематика будет технологии включения детей с РАС в образовательную среду.
Вот. И в заключении нашего нынешнего выступления Лорен нам, конечно, хотелось бы вручить вам небольшой презент и слова благодарности. Спасибо вам большое, Лорен. Коллеги, расходимся на обед. Уважаемые коллеги, уточнение. Мастер-класс будет в 506 аудитории, если это заинтересовало. Евгений, выбирайся Лорен прямо в ректорат. Ректорат? Да. You are going now to the rectorate. Окей? А, будет потом? Будет потом. Хорошо, тогда спускайтесь на обед. Окей, тогда Дина. Вам нужно вовремя оказаться в 506 аудитории, по программе. А вы переходите дальше? Дина, расскажете, где оказаться? Да, конечно. И пока идите обедать, чтобы... Да, я помню. Thank you. Yeah, that was great. There was some misunderstandings about terms. About terms, but спасибо вам. Да, в начале просто презентации не было. Я смотрю, я